Всем привет! Традиционно в конце декабря Владимир Путин провел 15-ю большую пресс-конференцию. Президент участвует в масштабных встречах с журналистами, начиная с 2001 года, показывая таким образом, что он открыт для любых вопросов прессы. Как правило, целью этого мероприятия является подведение главой государства итогов уходящего года, что делает его похожим на новогоднее обращение президента к журналистам. Как отмечают организаторы мероприятия, президент не ограничивает прессу ни по тематике задаваемых вопросов, ни по времени общения. Единственным ограничительным новшеством для репортеров на последней большой встрече с президентом было не приносить слишком масштабные плакаты. Пресс-служба Кремля объяснила это тем, что наличие в зале большого количества плакатов переводит конференцию в разряд митинга, а его мэрия Москвы не согласовывала. Мы очень просим сидеть на месте. Давайте уважать друг друга. Это же пресс-конференция. 15-я большая конференция, в отличие от предыдущих, стала отчетом главы государства не столько за прошлый год, сколько за последние 20 лет его работы во власти. Владимир Путин отметил, что из этого срока нужно отминусовать срок исполнения им обязанностей председателя правительства, за который ответственность перед страной несет совершенно другой человек. Вы забыли, что период, когда я возглавлял... Вы хотите минусовать этот период? Нет, но глава государства и глава правительства — это разные должности и разный объем ответственности. Телеконференция не преподнесла миру новых сенсаций. Глава России традиционно уклонился от ответа на вопрос о том, являются ли его детьми Катерина Тихонова и Мария Воронцова. В связи с этим ожидания от 15-й конференции с президентом таблоидов и большинства простых россиян так и не оправдались. 4 года назад, когда вас спрашивали мои коллеги о родстве с вашей младшей дочерью Катериной Тихоновой, вы сказали, цитата, что ваши дети не занимаются бизнесом, политикой и вообще никуда не лезут. Ну, с тех пор ситуация как минимум изменилась. Компания «На практика», директором которой является Катерина Тихонова, и учредителем которой является государственное бюджетное учреждение МГУ, за прошлый год заработала $500 миллиарда рублей. Компания «Намека», доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании «Сагаз» строит одну из крупнейших клиник сейчас в Ленинградской области. Скажите, пожалуйста, когда вы признаете, что они ваши дети, и когда они станут публичными, открытыми для общества, как дети других мировых лидеров? Почему же Владимир Путин после многих лет пребывания в большой политике так и не афиширует информацию о своих детях? Основная причина, пожалуй, заключается в профессионализме Путина. Президент любит российский народ как собственных детей, поэтому, чтобы никого не обидеть, старается лишний раз не выделять среди них детей по крови. Я знаю, что и в чем заключаются интересы моей страны. И чего бы и кто бы обо мне ни говорил, это не имеет ровным счетом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия. Либо Владимир Путин скрывает информацию о своих детях, чтобы вырастить их самостоятельными личностями. Не за горами выборы президента страны 2024 года, а механизм передачи власти в надежные руки так и не определен. Таким образом, сохранение тайны о детях необходимо Путину, чтобы на выборах президента 2024 года предстало как минимум два надежных, но в то же время независимых от него кандидата. Женщины, тем не менее, все-таки привносят в политику какое-то женское начало, меньше агрессии, мне кажется, и это, безусловно, будет востребовано. Либо Катерина Тихонова и Мария Воронцова не дети Путина. За долгое время, пока эта информация обсуждается в СМИ, женщины вполне могли поверить в то, что они дети президента России. Таким образом, Владимир Путин по моральным соображениям не может публично заявить, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова не его дети, чтобы не причинить психологическую травму этим двум очаровательным леди. Она все придумала. В газете вычитала. Смотрела, куда президент едет, и говорила, что там ее отец. Мы еще завидовали. Как же она могла? Это и есть мой отец. Чего? Я просто не могла вам рассказать. Отлично. Пусть твой папочка, когда сегодня по телевизору всех поздравлять будет, дочке скажет: Варя, приветик. По телевизору такое нельзя говорить. Являются ли Катерина Тихонова и Мария Воронцова детьми президента, неизвестно. Однако, учитывая неоднозначность ситуации, президент уже дал поручение органам опеки и попечительства в кратчайшие сроки найти девушкам приемных родителей. Ведь скоро Новый год, а его принято встречать в кругу близких людей.
Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и пишите в комментариях о том, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Спасибо за внимание. Пока.